Китайские автомобильные марки придумали новый способ укрепить свои позиции на российском рынке. Ассоциация китайских автопроизводителей, объединяющая представителей всех брендов, предложила наконец-то отказаться от услуг дилеров и дистрибьюторов и продавать автомобили напрямую через интернет. Идея состоит в создании онлайн-магазина, где покупатели могут выбрать модель, комплектацию и цвет автомобиля, а затем заказать его в пункт выдачи. В Европе уже практикуется доставка автомобилей до дома. В Китае такая система работает уже несколько лет. Многие новинки быстро раскупаются благодаря интернету. Как только автомобили появляются в продаже, пользователи сразу оформляют предзаказы. Логика китайских автопроизводителей проста. Дилеры – это лишняя прослойка между производителем и покупателем. Дилеры не просто посредники, но и накручивают цены за дополнительные услуги. Инициатива отличная, но возникает ряд вопросов. Кто будет заниматься гарантийным и сервисным обслуживанием вместо дилеров? Хотя дилеры иногда неохотно признают дефекты, именно они занимаются гарантийным и сервисным ремонтом. Если убрать дилеров, то кому отправлять претензии? На завод? Но как, например, отправить дефектный Хавео из Сочи обратно в Тулу? Получается, что вместо дилеров нужно открывать фирменные станции технического обслуживания и ремонта. Есть также вопрос с шоурумами. Мне бы не хотелось покупать машину вслепую, только по картинке. Я хочу сначала потрогать ее, посидеть в салоне, покататься на тест-драйве. Сейчас эти функции выполняют дилеры. Если их убрать, то где будут стоять машины для осмотра потенциальными покупателями? Единственный вариант – часть дилеров станет частью самого бренда. Они перестанут зарабатывать на дополнительных опциях и будут получать финансирование напрямую от продаж. Остальные салоны потеряют дилерские сертификаты за ненадобностью. Думаю, при желании все вопросы решаемы, ведь работает схема в других странах, а у нас только рынок должен все регулировать. Также нужно стараться выбирать машины с хорошим лакокрасочным покрытием. Если даже на заводе лакокрасочный слой ложится неравномерно, то что сейчас можно говорить про автомобили, привезенные в Россию через 3-4 страны? Не вовремя обнаруженные проблемы с кузовом могут обойтись очень дорого. Ремонт даже самой небольшой детали кузова вместе с покраской начинается от 10 тысяч рублей и выше. Не говоря уже о том, что любой кузовной ремонт значительно снижает цену автомобиля при продаже. Отличный способ проверить состояние кузова автомобиля самостоятельно, не прибегая к помощи сторонних компаний, это измеритель толщины покрытий Car-Sys Автоподбор. Сделано в России, город Омск. Работает по черным и цветным металлам. Распознает специальную магнитную шпаклевку, а также имеет индикатор цинка. Если на автомобиль поставили неоригинальную деталь, вы об этом узнаете. Диапазон измерений до 3500 микрон. Скорость измерений всего 0,4 секунды в турборежиме. Имеется функция автокалибровки, а также пожизненная гарантия и поддержка на русском языке. И что самое интересное, сейчас на Озон любой из толщиномеров от Car-Sys можно приобрести с хорошей скидкой. Если не знаете, что подарить мужчине, это отличный подарок. Приструнить нужно всех дилеров, причем всех марок. И мошенников, которые вписывают в договор купли-продажи всякие левые пункты. В идеале вообще надо разработать единую форму договора купли-продажи на всю страну. Скорее всего, нам не поможет онлайн-продажа. Все намного сложнее. Во-первых, дикая растаможка, которая накидывает плюс 50% к цене, а также доставка и маржа продавца в России. Это плюс 100% к цене автомобиля от цены на внутреннем рынке изготовителя. Пока производители за яйца не возьмут, цены не упадут. Простой пример. Дарго в Китае стоит 1,2 миллиона. У нас производство в России без растаможки от 3 миллионов. Как так? Что производство в России дороже на 250%? Зарплата у рабочих меньше, энергоресурсы меньше, а цена больше. А самый смак в том, что произведенные Дарго в России в Казахстане стоят от 1 миллиона 900 тысяч. Китайским автопроизводителям необходимо сделать следующее. Помимо онлайн-площадок приема заказа на автомобили, открывать в регионах не автосалоны в классическом формате, а свои филиалы со следующими услугами. Первое – прием рекламаций. Второе – тест-драйв автомобилей. Третье – пункт выдачи автомобилей. Четвертое – техническое обслуживание автомобилей по фиксированным ценам. То есть я прихожу к представителю на тест-драйв автомобиля, заказываю онлайн понравившуюся модель, получаю ее в филиале, обслуживаю ее в филиале по строго фиксированной цене.
Если есть претензии к автомобилю, то направляю их производителю через филиал. Региональные представители в идеале должны быть не одной марки автомобилей, а Китайской ассоциации производителей автомобилей, то есть представлять сразу практически все марки китайских авто. А как считаете вы, у китайцев получится продавать машины без дилеров? Пишите в комментариях.